Во время исследования редко протоптанного тропы группа туристов была поражена необычным зрелищем. Гигантская структура, напоминающая гнездо, расположилась на поляне. Это было странное зрелище, слишком большое и сложное, чтобы быть созданием известного животного. Когда они приблизились, тишина Бушландии была прервана еле слышным человеческим голосом изнутри гнезда, который громко восклицал: «Помогите!». Эта внезапная находка быстро превратила их обычный поход в спасательную операцию. Кевин, Майк, Эми и Лилли, каждый из них являясь силуэтом на фоне тусклого утреннего неба, собрались у начала тропы. Их дыхание, видимое в прохладном воздухе, смешивалось с нежными оттенками рассвета. Восторг по поводу их ежемесячной традиции был ощутим, когда они проверяли свое снаряжение, готовые к приключению дня. «Вот сюда», — объявила Лилли, указывая на менее протоптанный путь, который извивался через сухой бушланд. Ее выбор вызвал смешанную реакцию. Кевин выглядел заинтересованным, Майк казался колеблющимся, а Эми выражала скептицизм. «Поверьте мне», — с улыбкой произнесла Лилли, ее уверенность не пошатнулась от разнообразных ответов друзей. С первым солнечным светом, одевающим пейзаж в золотистый оттенок, группа отправилась в путь. Дорога впереди вела через мягко скатывающиеся холмы, окруженные неукротимой красотой Бушландии. Ранний свет, казалось, предвещал новые открытия, подталкивая их вперед в объятия дня. Пока они шли, друзья беседовали, их голоса переплетались в свежем утреннем воздухе. Лилли, ведя группу, часто оборачивалась назад, чтобы убедиться, что ее друзья наслаждаются тропой. Она делилась рассказами о Бушландии, стараясь поддерживать дух и подтвердить свой выбор менее проходимого пути. Постепенно уникальная красота Бушландии начала проявляться. Солнечный свет просачивался сквозь редкие деревья, отбрасывая пятнистые узоры на землю. «Это странно, но красиво», — признала Эми, ее первоначальные сомнения исчезали. Остальные кивнули согласие, их ранние колебания уступили место оценке выбора Лилли. «Смотрите на этот вид!» — воскликнула Лилли, ее голос наполнился восторгом, когда она указала на далекую гору, залитую солнечным светом. Ее энтузиазм был заразительным, и вскоре остальные начали разделять ее радость, их глаза следили за каждым ее жестом. Лилли возглавила группу, указывая на различных птиц и мелких животных, которые пронзали подлесок, добавляя ощущение чудесности в их путешествие. Пока они шли, группа с теплотой вспоминала о своих прошлых походах. «Помните водопад, который мы нашли прошлым летом?» — сказал Майк с ностальгической улыбкой. Каждое воспоминание вызывало смех и углубляло связь друг с другом. Тишина Бушландии начинала окутывать их. Обычные звуки густого леса отсутствовали, уступая место спокойствию, которое казалось почти потусторонним. «Здесь так спокойно», — прошептала Эми. Ее голос едва слышен, как будто пытаясь сохранить тишину. Простота тропы, в отличие от их предыдущих более трудных походов, предлагала освежающую перемену. Когда солнце поднималось выше в небе, ландшафт изменялся. Тени укорачивались, и Бушландия, казалось, окончательно пробуждалась. Группа часто останавливалась, очарованная захватывающими видами и яркими цветами пробуждающегося дня. С каждым шагом их чувство приключения углублялось. «Интересно, что за поворотом», — задумчиво произнес Кевин, глядя вперед с искоркой любопытства в своих глазах. Тропа, менее протоптанная и полная тайны, обещала больше открытий, пока они углублялись в Бушландию. Кевин, который был сосредоточен на горизонте, внезапно остановился. «Вы это видите?» — спросил он, указывая на странный силуэт вдалеке. Остальные собрались вокруг, прищурившись на солнце. «Смотрите!» Там, спрятанная среди группы деревьев, была необычная форма, которая выделялась на фоне естественного ландшафта и вызывала их общее любопытство.
Может, это какое-то гигантское гнездо? Задумалась вслух Эми, ее брови нахмурились от размышлений. Группа ужалась ближе, каждый предлагал свои догадки. «Это слишком большое для любой известной мне птицы», — добавила Лили, ее голос был окрашен интригой. Странная структура, видимая, но загадочная, вызвала бурю теорий и предположений среди друзей. С любопытством они согласились отклониться к загадочному объекту. С каждым шагом структура становилась все более ясной, но ее природа оставалась неясной. Выбранный ими путь извивался через более густую растительность. Чувство приключения росло, когда они приближались к разгадке неизведанного. Когда они приблизились, размер и сложность гнезда стали более явными. Это было нечто вроде лабиринта из веток и материалов, сплетенных друг с другом. Группа остановилась, поглощенная зрелищем. Странность конструкции вызывала в их сердцах смесь благоговения и неопределенности. Гнездо, теперь ставшее центром их похода, разжигало поток вопросов и гипотез. «А что, если это какая-то арт-инсталляция?» – предложил Майк. Его глаза просматривали контуры структуры. «Или, возможно, укрытие», – поразмышляла Лили, ее взгляд был прикован к загадочной формации. Их разговор бурлил волнением и удивлением. Тайна гнезда связывала их в общем стремлении к ответам. Группа достигла основания гнезда, мгновенно будучи пораженной его огромными размерами и сложной детализацией конструкции. Оно возвышалось над ними, запутанное ветками и неизвестными материалами, явно не будучи работой ни одного известного животного. Они кружили вокруг структуры в полном восторге, пытаясь разобраться в ее месте в Бушландии. «Неужели кто-то действительно построил это?» – спросил Майк, его голос звучал скептически. «Или, может быть, это что-то оставленное, забытое?» – подразумевал Кевин, внимательно рассматривая материалы. Эми, однако, оставалась молчаливой. Ее глаза сканировали гнездо с осторожным интересом. Теории обильно множились, от человеческой рукотворности до неизвестных природных явлений, но определенный вывод был недостижим. Заинтригованная, но осторожная, Лилли шагнула вперед, протянув руку, чтобы прикоснуться к загадочной конструкции. «Стой, Лилли!» – окликнула ее Эми. В ее голосе звучала нотка беспокойства. «Мы не знаем, что это, и безопасно ли тут». Лилли остановилась, ее рука повисла в воздухе, порванная между любопытством и беспокойством Эми. Наступила тишина, пока группа обдумывала потенциальные опасности гнезда. Атмосфера стала напряженной от невысказанных страхов и вопросов. Что могло скрываться внутри этой загадочной структуры? Могло ли быть это опасным? Лицо Эми отражало беспокойство, которое начинало корениться в каждом из них. Волнение открытия теперь наполнялось оттенком тревоги. Они собирались отступить и продолжить свой поход, когда Лилли замерла, наклонив голову в позе слушания. «Слышали это?» – прошептала она. Остальные замерли, прислушиваясь. Из недр гнезда доносился едва слышный, почти неразличимый голос. «Помогите!» Слова повисли в воздухе, эфирные и жуткие, привязывая их к месту в смеси удивления и тревоги. «Я уверена, там кто-то есть», – утвердила Лилли. Ее глаза распахнулись от смеси страха и решимости. Она призвала остальных замереть и прислушаться. Группа сблизилась, их дыхание затаилось в ожидании. Непоколебимая уверенность Лилли наполнила воздух серьезностью, когда остальные стали настраивать свои уши на хотя бы малейшие звуки. «Это может быть просто ветер», – предположил Майк, пытаясь рационализировать ситуацию. «Или, может быть, какое-то животное», – добавил Кевин, хотя его голос звучал неуверенно. Несмотря на их скептицизм, в воздухе витало общее любопытство и беспокойство. Эми тоже выглядела недовольной, но оставалась внимательной. Ее глаза фокусировались на гнезде, как будто пытаясь проникнуть в его тайны. И тогда, как будто в ответ на их недоверие, голос снова раздался, на этот раз яснее, с жалобным «помогите», эхом доносясь из глубины гнезда. В этот раз невозможно было не признать, голос был неоспоримо человеческим. Коллективная дрожь пробежалась по группе, когда реальность ситуации начала осмысливаться.
Мысль о том, что кто-то может быть захвачен внутри гнезда, превратила их любопытство в беспокойство. «Мы не можем просто их оставить», — сказала Эми, ее голос звучал настойчиво. Группа обменялась взглядами, каждое лицо отражало смесь страха и решимости. Развлечение их похода заменилось ощутимым чувством ответственности. «Нам нужно проверить это», — твердо заявила Лилли, ее решимость теперь отражена в выражениях ее друзей. Кивнув в согласии, они подошли к гнезду с новой целью. Они готовились к тому, что их ждет впереди, объединившись в своей миссии. Группа окружила огромное гнездо, исследуя возможные щели или входы. Их руки касались грубой поверхности, отбрасывая ветки и листья, но конструкция гнезда была плотной и непроницаемой. Фрустрация начала накапливаться, когда они осознали, что структура не предлагала очевидного входа, ее секреты охранялись за лабиринтом плотно сплетенных веток. Из гнезда звучали тихие шепоты, каждый призыв о помощи становился все более настойчивым. Эти эфирные голоса, казалось, звали их напрямую, побуждая их ускорить свои усилия. Воздух вокруг гнезда наполнялся таинственной энергией, усиливая настойчивость их миссии и углубляя загадку. Собравшись вокруг, друзья начали обсуждать возможные стратегии для преодоления гнезда. «Мы могли бы попробовать разбирать его по кускам», — предложил Кевин, хотя звучал неуверенно. «Но что, если мы повредим того, кто внутри?» — ответила Эми, ее беспокойство было очевидно. Призывные шепоты из глубины гнезда вновь зажгли решимость группы. Их руки работали неутомимо, тянущись за более гибкими секциями. Их совместные усилия были движимы настойчивостью шепотов, которые выглядели как мольбы о их вмешательстве. «А если кто-то из нас попробует взобраться наверх?» — предложил Кевин, глядя на гигантскую высоту гнезда. «Или мы могли бы начать убирать некоторые из этих внешних веток», — предложил Майк. Голос изнутри гнезда стал тише, его мольбы становились все более периодическими и тихими. После долгих обсуждений они пришли к осторожному, но решительному плану. Они начнут с осторожного удаления частей внешнего слоя гнезда, работая осторожно, чтобы избежать потенциального вреда. Каждый член группы занял позицию вокруг гнезда, готовый начать этот деликатный процесс. С общей решимостью они начали разбирать гнездо, кусочек за кусочком, отдаваясь раскрытию загадки внутри. По мере того, как они углублялись, сложность конструкции гнезда становилась все более очевидной. Время от времени из глубины гнезда доносились еле слышные голоса. Каждый призыв подстегивал их усилия. Несмотря на их настойчивые усилия, сердцевина гнезда оставалась недоступной. Кевин, наблюдая за их ограниченным прогрессом, предложил новую идею. «Может, нам стоит разделиться?» – предложил он. «Некоторые из нас могут вернуться за лучшими инструментами. Нам нужно что-то более эффективное, если собираемся пройти через это. А если что-то произойдет, пока мы будем разъединены?» – высказала свое беспокойство Эми, отражая озабоченность в глазах Лили. После долгих раздумий решение было сформулировано. Несмотря на свои сомнения, они признали необходимость наличия необходимого оборудования для безопасного проникновения в гнездо. «Хорошо, давайте сделаем это», — наконец согласилась Лилли. Ее голос был полон неохотности. Кевин, однако, все еще оставался насторожен. «Вы уверены, что вам здесь будет без нас хорошо?» — спросил он. Мысль о том, что Эми и Лилли останутся одни рядом с загадочным гнездом, его тревожила. После последнего раунда поспешных подготовок Кевин и Майк двинулись обратно по тропе. Их шаги были быстры, движимые настойчивостью задачи. Эми и Лилли наблюдали, как они исчезают в Бушландии. Чувство тревоги и решимости наполнили их, когда они вновь обратили внимание на гнездо. С решимостью Кевин развернул свой небольшой складной нож и начал осторожно врезаться в внешний слой гнезда. Задача была устрашающей. Нож казался почти незначительным против грозной структуры гнезда. Кевин, наблюдая за тщетностью своих усилий, выразил возрастающее понимание. Это может быть больше, чем просто физический барьер.
задумчиво сказал он. «Здесь может быть что-то более сложное». Но затем они сделали небольшое отверстие в гнезде. Их настойчивость наконец-то принесла плоды, когда они сняли достаточно слоев, чтобы создать проем. Заглянув внутрь, они увидели удивительное зрелище. Маленький яркий попугай, сидящий внутри. Яркие перья птицы резко контрастировали с темной внутренней частью гнезда. На мгновение они могли лишь смотреть в недоумении на это неожиданное открытие. Попугай наклонил голову, рассматривая их любопытными глазами, а затем, к их полному удивлению, заговорил человеческим голосом. «Помогите», — повторил он, то же самое призыв, которое они слышали ранее. Группа обменялась потрясенными взглядами, пытаясь осмыслить сюрреалистичную реальность, что призыв о помощи был исходящим от этого попугая все это время. На группу опустилась тишина, пока они осваивали это откровение. Как попугай мог так точно имитировать человеческую речь? Тайна гнезда сделала поворот в область необычного. Они стояли вокруг отверстия, каждый борьбой с шоком и совершенно невероятностью того, что они наблюдали. Восстановив спокойствие, они осторожно потянулись руками к гнезду, чтобы достать попугая. Лилли бережно держала птицу в своих руках, удостоверяясь, что не повредит ее. Им стало ясно, что им нужно было отвезти попугая в приют для диких животных, где он мог бы получить надлежащую заботу и, возможно, вернуться к своему законному владельцу. Когда они готовились покинуть это место, группа на мгновение остановилась, чтобы задуматься о своем приключении. То, что началось как обыденный поход, превратилось в спасательную операцию, открывая тайну, которую они никогда не могли бы представить. Открытие попугая с его странной способностью имитировать человеческую речь изменило их понимание природы и их место в ней. С попугаем, уютно устроившимся в рюкзаке Лилли, туристы направились обратно сквозь лес. Путь назад был наполнен оживленной беседой, когда они рассказывали о неожиданных событиях дня. Время от времени попугай присоединялся к разговору с фразой, добавляя сюрреалистическое качество их размышлениям. Лес, когда-то место тайн, теперь казался свидетелем их необычного открытия. По прибытии в место со связью, они немедленно связались с местными учреждениями дикой природы. Майк объяснил их находку, детализируя удивительную имитацию попугая и их первоначальную путаницу. Власти, заинтересованные их описанием, попросили их привести попугая в приют для дикой природы для надлежащей оценки и ухода. По мере того, как они продолжали идти, группу окутали смешанные эмоции. Спокойствие от того, что их спасательная операция не была напрасной, восторг от уникальности их находки и остающееся чувство нереальности. Осознание того, что они только что пережили нечто поистине необыкновенное, постепенно охватывало их, оставляя в восхищении перед тайнами природы. Приют для дикой природы был центром активности, но все как будто остановилось, когда они прибыли с попугаем. Персонал собирался вокруг, восхищаясь яркими цветами птицы и ее необычайным способом говорить как человек. Их восхищение отражало первоначальные реакции туристов, подтверждая редкость их открытия. Один из сотрудников приюта аккуратно изучал кольцо на ноге попугая. Через несколько моментов анализа они объявили, что птица действительно зарегистрирована и имеет владельца. Это открытие вызвало бурное обсуждение, когда они начали процесс уведомления владельца, приближая группу к решению последней части головоломки их невероятного приключения. Как только детали регистрации попугая были подтверждены, сотрудники приюта немедленно связались с владельцем. Звонок был встречен с волной облегчения и радости. Владельцу искали своего пропавшего попугая уже несколько недель. По телефону эмоции были ощутимыми, и группа могла почувствовать благодарность владельца даже на расстоянии. Не прошло много времени, как владелец прибыл в приют
лицо его светилось ожиданием. Он поделился историей о том, как попугай, известный своей удивительной имитацией, случайно сбежал из дома. Привязанность владельца к птице была очевидна в каждом слове, наполняя комнату чувством тепла и облегчения. Воссоединение между попугаем и его владельцем было трогательным зрелищем. Птица моментально узнала своего хозяина. Ее чириканье и фразы становились все более оживленными. Туристы наблюдали за этим, глубоко тронутые сценой. Они чувствовали глубокое удовлетворение, зная, что их усилия воссоединили любимого питомца с его владельцем. Слухи о необычной находке туристов и последующем спасении быстро привлекли внимание местных СМИ. Репортеры прибыли в приют, стремясь осветить эту удивительную историю. Группа, изначально колеблясь, поделилась своим приключением, рассказывая, как они приняли имитацию попугая за человеческий голос в беде. Их история пленила не только репортеров, но и широкую общественность. Когда день подошел к концу, туристы нашли время, чтобы осмыслить свое невероятное путешествие. Они делили смех и воспоминания, связывая себя через общий опыт. С новой оценкой неожиданных тайн природы они начали планировать следующую авантюру, зная, что тропы всегда будут полны сюрпризов и уроков для них.